Всем привет из Ирландии. Много вопросов по поводу того, может ли украинец, записываю это видео в мае 2025 года, приехать в Ирландию просто как турист. То есть, чтобы не оформлять никаких временных защит, никаких бумаг, просто прилететь, например, к другу, к семье, к жене, к знакомому, погостить недельку-две и улететь. То есть посмотреть Ирландию просто как турист, да, по ней немножко попутешествовать, либо просто увидеться своими родными, близкими, знакомыми. Да, конечно, это возможно вообще легко, так как Ирландия с начала полномасштабной войны, да, если не ошибаюсь, с конца февраля или с начала марта она полностью отменила визовый режим для украинцев, всех украинцев. До этого, чтобы попасть в Ирландию, украинцам нужна была виза, так как Ирландия не входит в шенгенскую зону, и тот безвиз, который есть у украинцев, да, вот эта ассоциация, которая была принята с Евросоюзом, и с помощью нее дали безвиз украинцам в шенгенскую зону на 90 дней. И вот Ирландия не входит в Шенген, и до полномасштабной войны ни один украинец не мог сюда приехать просто так без визы, даже если турист. Все равно нужна была виза. И вот после полномасштабного вторжения, да, начала войны в Украине, Ирландия отменила визовый режим для украинцев. И любой украинец мог прилететь и без проблем вообще пускали всех. И по свидетельству о рождении детей, и по просто книжечке внутренней, в смысле паспорт, не биометрический, а просто по обычному паспорту вначале пускали. Но потом, начиная с 23 середины, вроде бы с лета 23-го или конца 23-го, точно не скажу, Ирландия приняла такое правило, она ужесточила правила, и теперь на территорию Ирландии украинец может попасть только по действующему биометрическому паспорту, по-другому никак. То есть, если у вас есть, если вы сейчас находитесь, неважно, в Европе, либо в Украине и хотите попасть в Ирландию, то вам нужен действительный биометрический паспорт, чтобы срок действия его истекал, то есть, ну, вы можете приехать, если действие паспорта еще он действителен не позже, то есть 3 месяцев. Если, например, вы там хотите приехать в мае, да, то ваш паспорт должен быть действителен еще 3 месяца. То есть, если срок действия вашего паспорта истекает через 2 месяца, все, вас просто не посадят на самолет. Ну и вообще к вам будут вопросы на таможне и могут не впустить. Так что лучше не рискуйте. Дальше. Можете ли вы просто приехать как турист, да, не брать никаких защиты, никакого желтого листа, никакого временного защиты, то есть никакого temporary protection. Конечно, сейчас, да, если у вас есть биометрический паспорт, вы спокойно берете, например, там, Варшава, Дублин, прилетаете и просто идете на стойку, да, таможни, миграционного, да, вот этого офицера или таможенного, как правильно, показываете свой украинский паспорт, у вас спрашивают, вам нужна защита, у вас есть защита, вы просто говорите, нет, I am турист, там, я приехал, да, friends, друзей, либо family, либо мама, папа, sister, brothers и так далее, да, то есть вы просто говорите, что все, вам просто ставят штампик на 90 дней, и вы теперь можете в течение вот этих 90 дней легально находиться на территории Ирландии. Все, вам, конечно, без статуса временной защиты, вам ничего не дадут, никаких плюшек, никакого там размещения бесплатного, никаких денег, ничего, ни на что вы претендовать не можете. Но как турист жить, путешествовать, гулять легально по Ирландии вы можете в течение 90 дней. И в течение вот этого периода, 90 дней, вы можете подумать, а может вам Ирландия понравилась, может вам приглянулась, и тогда вы можете поехать в City West и запросить временную защиту. И тогда вы можете там 2 месяца просто пожить в Ирландии просто так, без какого-либо статуса, а потом приехать в City West и получить себе статус временной защиты. Это возможно, это работает, так что все украинцы могут в Ирландию приезжать как туристы на 90 дней в легальном поле, не получать, не записываться нигде, не оформляться, ничего. Приехали, на 2 недельки отдохнули у родных, у знакомых и спокойно уехали обратно в европейскую страну или обратно в Украину. То есть все работает, Ирландия еще пока не отменила
это правило, но я думаю, в будущем все-таки она будет это отменять, когда война закончится и когда временная защита закончится, то, конечно, этот безвиз они отменят. И вот тогда уже попасть на территорию этого прекрасного острова для украинцев будет затруднительно. Всегда на связи, держу в курсе.